Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад, цыганский пасьянс, Юпитер в Близнецах с 26 мая 2024 года по май 2025. Давайте узнаем подсказки карт. У нас сегодня две колоды, цыганский пасьянс и карты Таро, Таро ангелов. Юпитер – провластная планета, и значит, подразумевается, что мы как-то по-новому будем организовывать свою жизнь. И каждый год Юпитер входит в новый знак. До 26 числа мая 2024 года Юпитер находится в Тельце. И вот уже с 27-го он обоснуется в Близнецах. И вы можете вспомнить события своей жизни, которые были 12 лет назад, 2012 год. Какие вопросы вы решали? Скорее всего, эта сфера жизни, как новая ступень, может проиграться. И близнецы – это коммуникация, это контакты, поездки, переезды. Может быть, переезды будут связаны со сменой места жительства куда-то очень далеко. А еще для вас, мои дорогие скорпионы, ведь 8-й дом – это дом тайн. Так вот, для вас, у вас особый вид интуиции, мои дорогие маги и волшебники. Интуиция, она вам будет в течение этого года давать очень правильные подсказки. И для кого это актуально и интересно. Совершенно новый уровень восприятия эзотерики именно для вас, мои дорогие скорпионы, может быть актуальным. Вы, возможно, в течение этого года не раз придете к мысли, что ну надо же ведь, а я это чувствовала или чувствовала. Или я предполагала, что вот именно так разовьются события. Самое время доверять себе. Доверие – это не значит бесконечно сомневаться или что-то там анализировать. Это интуиция, что это? Это связь нашего интеллекта и предыдущего опыта, который дает подсказки в виде безошибочных действий. И у кого-то это еще помимо этого может проиграться как вопросы охраны, безопасности. Поэтому слушайте свою интуицию. И если мы говорим о том, что как взаимосвязь с нашими партнерами или взаимосвязь с какими-то вопросами, которые сопряжены с родственниками, получение наследства, оформление важных документов. Вот какая-то важная стратегия, которая будет развиваться, конечно, с учетом тех событий, которые произойдут за год, но и для вас будет тоже актуально прочувствовать, в каком направлении мне двигаться. Или что мне сейчас следует предпринять. Взаимодействовать придется, об этом нам говорят и звезды, ну и где-то планетарные вот эти конфигурации вокруг вашего знака. И 8-й дом гороскопа значит то, что непознанное, то, что непонятное. Для вас, мои дорогие скорпионы, вы сумеете прочувствовать, и это будет правильным. Как ни странно, может быть, то, что мы называем иррациональным в течение этого года, вы не раз подумаете о том, что «ух ты, а ведь это на самом деле работает». Или какой-то свой прежний способ действий вы тоже можете пересмотреть. И от чего вы отказывались прежде, вы можете взять за основу. Здесь возможно все. Слушайте себя. Ваша замечательная, великолепная интуиция плохого вам не посоветует. Самое время развить ваши магические способности. И это действительно работает. Наверное, из всех проблем или всех вопросов, единственный вопрос – это научиться доверять самому. Не устраивать себе из собственной интуиции глубокую философию на мелком месте. Это будет важно. Скорпион, ваш знак, он не похож на все остальные. И только вы, мои дорогие, можете найти общий язык с Плутоном, который на 20 лет в Водолее. Будут какие-то серьезные задачи вот в течение этого периода, которые для вас, знаете, как фундамент могут означать. Или словно старт какой-то в будущее. И вот эти первые шаги вы можете именно прочувствовать. Может быть, вокруг нет каких-то предпосылок. Но вот как подсказки вашего 6-го чувства будут приходить и говорить, что вот самое время уделить этому внимание. Ну и, безусловно, собой не рисковать. Помните, Плутон Водолея. Легкие деньги опасные. Где-то подумать, что какой-то вопрос решится сам. Ну, может быть, это где-то и сработает. Но тогда
вы должны все равно предугадать траекторию развития событий. Доверяйте себе и будьте очень внимательным к тому, что происходит вокруг вас все же, чтобы контролировать возможности и то, что происходит независимо от ваших желаний. Контроль и еще раз контроль. Ну, мы смотрим, какая сфера жизни или что для вас будет наиболее актуально в этот период. По мнению карт цыганского пасьянса, личная жизнь, так это точно. У вас сразу выпадает карта сердца. И не карта, значение. Когда есть совпадение этого символа, нам говорят, что есть как минимум один человек, который за вас переживает, который вам желает добра дважды. Потому что через какой-то контакт или взаимоотношения выпадает якорь. Это уверенность в сегодняшнем дне и в завтрашнем дне. Это сильная позиция, и это буквально с первой карты. И есть те люди, которые готовы нам прийти на помощь, на взаимовыручку. Это те, которым мы можем доверять. Возможно, это один человек, но в наше сложное время и один человек – это более чем достаточно. И я бы сказала, для тех, кто один или одна, вообще вот этот период в год, за время нахождения Юпитера в Близнецах, мои дорогие скорпионы, личная жизнь у вас в центре внимания, сердце у вас выпадает, плюс якорь и подкова, семейное счастье. Отстроить новую концепцию, дважды, трижды выпадает еще и солнце. Быть счастливым, мои дорогие, это как основная задача на этот год. Вот и подумайте, что еще нуждается в коррекции? Или к чему бы вы хотели сами стремиться? Ведь это тоже важно. Разговариваю с вами и попутно смотрю на карты. И вы смотрите, потому что я могу что-нибудь прошляпить. Почему нет? Есть сердечная тяжесть. Вот эти цепи, это не есть что-то конкретно материальное. Это наше внутреннее состояние души. Это, наверное, те сомнения, которые нас запутывают. Вот не запутывайте себя. Время от времени себе говорите, я должен видеть реальность. Или какая реальность, когда захочется устроить себе философию. Не устраивайте, потому что, посмотрите, у вас выпадает ключ. Ключ – это открытый путь. Это своего рода как новый жизненный этап. Сдача, может быть, экзамена. Ну, у кого-то и буквально экзамены какие-то будут, с обучением связаны. Но это все-таки наша жизнь, когда мы должны, предположим, прежняя история любви сложилась не самым удачным образом. Или ваша программа, бизнес какая-то, ваши новые начинания тоже какие-то не получили развития. Но есть еще другие направления. Вот мы не должны основываться на том, что у нас не получилось, понимаете? Не строить из этого какую-то канву дальнейших ваших действий, а может быть завершить какой-то пункт, поставить в чем-то точку и для себя наметить новые перспективы. Сам по себе этот период и нахождение Юпитера в Близнецах – это перспективы. И у вас Солнце, семейное счастье – карта якоря вообще очень хорошее значение, должна сказать. И на последующий период открытый путь. Смотрю, что у вас еще совпало. Если я чего-то не вижу, напишите мне, я отвечу, что это означает. Да, действительно, я не вижу совпадений. Идем дальше, мы возьмем карты Таро. И спросим, для чего вам или какие планы на вас, мои дорогие скорпионы, имеют высшие силы? К какой концепции жизненной они вас подводят? Что вам придется пересмотреть? Карта повешенного – это про паузу нам говорят, или про то, что не имеет уже значения. По этой карте у нас мог быть какой-то стопор в делах, или тот или иной вопрос у нас, допустим, уже решился, закрылся. И уже понятно, что возврата к какому-то прошлому не будет. Но мы еще как замерли, никак не можем начать что-то. Или выйти, мои дорогие, из какой-то депрессии. Такое может быть. Или вот этой глубокой философии на мелком месте. Ваша задача перестать чего-то ждать. И вот, видимо, это может быть как связано с любой сферой жизни. Но сам период ожиданий, он заканчивается. И с другой стороны, период
альтруизма. Эта карта говорит нам о том, что нужно следовать своим перспективам. Своего рода действительно перезагрузка, когда открытый путь. Какая сфера жизни будет трансформироваться? Давайте посмотрим. Ожидание само по себе заканчивается. Хорошо, и что же дальше? Может быть, с чего начнется? Это самая трансформация. Где-то 8-й дом гороскопа нам об этом тоже говорит. Какая сфера жизни будет трансформироваться? Вот это альтруизм, мои дорогие, точно заканчивается. По 7 жезлов это когда мы откликались на то, что кому-то нужно, выгодно, удобно, когда мы быстро включались в какие-то вопросы. А вот здесь самоосознание. Перед тем, как включиться в решение чьих-то проблем, хорошо подумать, а зачем это нужно мне. Отстроить новое качество жизни, ведь 7 следует за 6, а 6, любая активность у нас проходит в 6 стадий по нумерологии, поэтому любая 6 в колодах Таро – это своеобразная победа. Это как вершина, как итог. И следом идет 7. Это идет своеобразная пауза, но не для того, чтобы мы использовали свою силу на благо где-то кому-то. Это для того, чтобы мы удерживали собственные позиции и перед тем, как участвовать в проекте или кому-то сказать «да», или взять на себя какие-то ненужные обязательства, нужно хорошенько подумать, а нужно ли мне вообще вот это? Пересмотреть свой образ жизни, пересмотреть свое окружение. Вот какая трансформация где-то через людей. Может быть, вот нам и говорят с личной жизни, Скорпион, или уделить внимание личной жизни. С этого начинается трансформация. Ведь личная жизнь – это очень важная составляющая и для тех, кто один или одна. Личная жизнь – это и наш дом, теплый, уютный, туда, куда мы приходим отдыхать, восстанавливать силы. Это дом – моя крепость, где мы чувствуем себя в безопасности. И вот в этой концепции вам нужно отстроить, как новую какую-то стратегию на последующие годы. От чего вы откажетесь сами? Давайте зададим такой вопрос. Вы проанализируете и увидите свои ошибки. Вот в этой колоде карт это конкретно наши ошибки, которые мы видим. Да, нам это не нравится, нас это злит, нам это неприятно. Но это как разговор с самим собой на чистоту, что вот здесь я сглупил или сглупила. Вот здесь я, может быть, понадеялся на человека, человек оказался не тем, за кого я его принимал. Но это наша ошибка, это мы его так воспринимали. Человека мы не будем менять. Или мы ошиблись в каком-то проекте, мы просчитывали в надежде, что это как-то проиграется с большим прогрессом, а получился минус. Опять же, это не наша стратегия, как бы правильная, а какие-то кто-то в ней виноват, понимаете? Вообще признание собственных ошибок – это путь к самодостаточности. Почему? Потому что мы еще 150 раз ошибемся, но идти вперед. Вот это будет основа того, что приняли ошибку, значит, мы ее уже не повторим. И вот от чего вы откажетесь? Откажетесь, когда проанализируете, что что-то не работает. Или откажетесь буквально от альтруизма. По этой карте, именно в этой колоде, мы отказываемся от какой-то безмерной помощи. Или включения в многозадачность какую-то, которая проигрывается так. Вы себя поставили на 2 место, а чьи-то планы на 1. Вот почему следом у нас идет и 7 жезлов, и она говорит о том же. Давайте мы спросим, что вам будет помогать. Но буквально, когда мы начинаем какой-то проект. Карта говорит о совершенно новом пути в нашей жизни. Повернуться спиной к прошлому и начать, возможно, что-то заново. Может быть, вот эти ошибки мы не захотим повторить. И для кого-то из вас это будут перемены в личной жизни, перемены в партнерских отношениях. Это та карта, когда, если мы спросили, что нам будет помогать, когда мы распутываем сложные ситуации, когда мы принимаем важные решения, когда мы находим выход из тупика или из подвешенного состояния, или принимаем Соломоново решение. Может быть, у вас есть такой важный выбор. Здесь как ангел нам встречается на пути, как будто высшие силы ждут, когда же мы, наконец, поставим на чем-то точку. Выйдем из
какого-то лабиринта или состояние, когда мы ждем, что помимо нашей воли произойдут события, они запустят ход новой истории, а здесь нет. Тут не нужно ждать ход этой истории, тут нужно самому включаться в какой-то процесс. Давайте, мои дорогие скорпионы, я задам такую карту, как изменится ваша жизнь. Вот с таким вопросом. Хотя на картах пасьянса нам уже показали, как может измениться ваша жизнь. Ну, хотя бы направление. Паж жезлов, и нам тоже говорят о начале, ведь паж – это мелкая карта. Это карта креативности и мотивации. Это когда мы точно знаем, чего мы хотим. Начать может быть с того, что принять какую-то ошибку, и это не значит, что мы должны углубиться в какую-то ненужную философию, а отталкиваясь от того, что лежит на поверхности, или что присутствует сейчас как реальность, мы выстраиваем совершенно новую концепцию своего качества жизни. Для кого-то эта карта будет пересекаться с новыми отношениями, для кого-то будет смена работы или возможность как-то по-другому совершенно отстроить дальнейшее видение с ваших планов с учетом той реальности, которая сложилась теперь. Что я имею в виду? Когда вы доверяете себе, учитесь, с учетом, опять же, пятерки воды, семерки жезлов и старшего аркана повешенного. Ведь это неизбежно. Если мы выходим из какого-то тупика, из подвешенного состояния или когда мы участвовали в жизни других людей. И вот теперь мы говорим, все, баста, теперь я иду уже совершенно в другом направлении. И вот карты одна за другой именно какую-то подобную историю нам описывают. И паж жезлов и говорит о новых начинаниях. А по цыганскому пасьянсу нам больше карты, по крайней мере для вашего знака зодиака, вот так, как и солнце, так и подкова, семейное счастье. И у нас якорь из сердца выпало с самого начала. И причем, я хотела сказать, иногда бывает значение разбитого сердца, но у вас оно не подтверждается. Это именно карта или значение любви. Значит, есть какие-то отношения, или вам доведется их построить. Для вас так или иначе, мои дорогие скорпионы, быть счастливым – это не означает какой-то профессиональный проект продвинуть и достичь высот. Для вас будет важна гармония, когда у вас сбалансированы все сферы жизни, и в том числе ваше место проживания, ваш дом, как я уже говорила, теплое, уютное место комфорта, и мой дом, моя крепость, так и близкий человек, которому вы можете доверять, чтобы не было этих цепей, вот этих внутренних сомнений, вот не было какого-то саморазрушения, мои дорогие. И тем более это 8-й дом. А 8-й дом есть риск всегда углубиться чересчур в какие-то воспоминания, начать что-то анализировать из прошлого и там застрять. Давайте мы достанем карту совет. Вообще на кону ваше счастье. И это карта процветания. Это карта полного удовольствия от жизни, особенно в этой колоде. Ну, девятка земли, она всегда говорит о самодостаточности, о приходе денег. И правда, для кого-то из вас будут крупные суммы денег, которые, как я уже говорила, с наследством, может быть, связаны. Или прежде вы сделали что-то хорошо, вы можете получить эту сумму. И тогда для вас будет очень важно выстроить концепцию своего благополучия. Это не значит, что мы сразу что-то бежим приобретать, а здесь мы ориентируемся на последующий период жизни, когда нужно какую-то ступенчатость предусматривать. И ваше состояние души. Помните, деньги – это один из способов взаимодействия с миром. Самое время вспомнить, о чем вы хотели, о чем вы мечтали. И у вас будет возможность осуществить эту мечту. Но самое главное, наверное, выйти из какого-то тупика. Ведь, по сути дела, это реализация наших планов. Это когда мы можем что-то глобально серьезное для себя совершить, но правильно распорядиться самим собой, своими силами, своими собственными ресурсами, как и временем, так и аналитическим умом. Все-таки здесь у нас начинается с 12-го аркана. И в этой карте, что мы видим свои перспективы тогда, когда мы заканчиваем паузу. Или когда мы завершаем включение в те вопросы или дела, которые вас
не продвигают вперед, не добавляют вам ни радости, ни улыбок, ни какого-то прогресса. Вы должны быть у себя на первом месте, но сделать это таким образом, чтобы это как-то не было в противоречии с окружающим миром или с какой-то окружающей обстановкой. И, как вот говорит семерка жезлов, отступи полшага и наблюдай. Это не значит бездействие. Наблюдай имеется в виду, продумывай что-то свое, делай, занимайся больше своими делами, чем тем, которые больше нужны людям. По семерке жезлов вас, мои дорогие скорпионы, в течение этого года будут не раз теребить, пытаясь вас приобщить к какому-то делу или организовать на решение того или иного вопроса. А все карты от начала до конца нам говорят, что скорпион должен быть счастлив. Вот если поставить перед собой такую задачу, я должен быть счастливым. Поверьте, вы не раз себе зададите вопрос, а нужно мне этим заниматься перед тем, как включиться в то или иное дело или вопрос. Или все-таки это нужно кому-то больше, чем мне самому. На кону вот именно ваши возможности, ваше самоудовлетворение, изобилие, процветание. И это как карта совет. Правильное распоряжение финансами, значит, финансы будут. Есть успех в решении финансовых дел, вопросов. Причем это крупные деньги именно в этой карте проходят, в этой колоде. Поэтому и серьезные какие-то намерения вы можете осуществить. Возможности есть. И вы должны быть счастливы. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.